Привет, друзья! Если вы смотрите это видео, наверняка вас интересует переносная аудиотехника, винтажная аудиотехника, так же, как и меня. И сегодня я хочу немножко выйти за рамки обычного теста определенного аппарата. Я хочу сделать сравнительный тест. Рассказать вам, чем же эти аппараты отличаются, что лучше. Хочу сразу сказать, что это мое субъективное мнение. Никак нельзя оценить никакими цифрами или характеристиками дизайн или звук, который, к сожалению, вам не передастся полноценно через видеокамеру. И только лично послушав, вы можете убедиться или опровергнуть то, что я буду рассказывать. Я хочу рассказать мое мнение, как я это слышу, как я это вижу. Естественно, это мнение не профессионала. Я не так давно этим занимаюсь, но меня это очень затянуло, меня это интересует. Что повлекло меня к записи этого видео? Если точно, то именно вот эта магнитола, о ней слагают уже такие легенды, и настолько эти легенды заходят далеко, что я понимаю, что лично не посмотрев, не потрогав, не услышав, стоит ли в них вообще верить. И я вам представляю, это Telefunken Hi-Fi Studio 1. Всем известный аппарат, который породил целую серию таких подобных аппаратов. Вы все помните его продолжателя Hi-Fi Studio 1M или M1, как его еще называют. И второй аппарат – это National RX 7000. Это предтоповый аппарат. Если это топовый аппарат в линейке Telefunken, это был предтоповый. Хотите сказать, что ж вы так сравниваете? Но хочу объяснить, что в 1981 году, когда он появился, в принципе, на свет, появился именно National RX 7200. Этот аппарат первым появился. Его отличие, в принципе, основное было фишка в том, что у него не было шкалы приемника, и он полностью был, как мы сейчас принято, электронный. Была цифра только на дисплее, показывающая частоту станций. В принципе, лентопротяжный механизм идентичный. Единственное, что сверху были вот здесь размещены стрелочные индикаторы. И в этом случае они здесь внизу. Но, в принципе, это тот же аппарат. Как мне кажется, он не будет отличаться. Но он будет полностью соответствовать аналоговому тюнеру Telefunken, который был выпущен в 80-м году. Почти они вышли в одно время, как вы видите. Telefunken, кстати, стоил, когда вышел, $750 тогда на рынке. Это был один из самых дорогих аппаратов. Национале 7200, прародители данного Национала 7000, он стоил даже $770. Соответственно, они были в одной категории. Конечно, этот аппарат вышел где-то в том же году, но на полгода примерно позже, и стоил уже $510. Но он это не отнимало у него качество звука, форм, качество материалов, которые я бы хотел сегодня рассказать. В принципе, весь наш сегодняшний сюжет я бы хотел разбить на несколько характеристик, подпунктов, которых бы хотелось коснуться. Потому что те, кто хвалят Telefunken, очень часто забывают о других характеристиках аппаратов. Хвалят только одну характеристику. И кто знает, тот догадывается. Мы, конечно, попозже к этому вернемся. Первое, я хотел бы обсудить дизайн и материалы, подробнее обсудить лентопротяжный механизм каждой из этих магнитол,
обсудить функционал радио, удобство управления, обратную сторону магнитолы, посмотреть разъемы, как же она управлялась. И, конечно, коснемся звука. Конечно, звука. И на окончании я коснусь цены, потому что все-таки оценивать надо и сравнивать аппараты надо по цене. Часто это совершенно разные цены, и о каких сравнениях может быть речь. Я считаю нормальным, ты покупаешь за одни деньги одни и те же разные аппараты, они должны быть близки, как минимум по своим характеристикам и звуку. Но рынок диктует немножко другое. Расскажу это в конце. Ну, что сказать про дизайн. Я, извините, снимаю с руки, не со штатива, только потому что я хочу вам показывать близко. Я хочу показывать так, если бы вы были у меня в гостях. И посмотреть могли, и потрогать прямо моими руками в этом случае эти аппараты. Потому, извините сразу за тряску, немножко потерпите, но зато вы увидите все очень крупно. Ну что, попробуем включить каждый из них. Здесь такая внизу в самом кнопочка. Сделаем пока потише. Сразу скажу, музыки будет немного, потому что YouTube почему-то не любит, когда музыку чужую используют. Ну, будем понемножку ее урезать. Вы видите, загорелись панели. Все они с подсветкой, как в те времена было принято. Но Телефункин отличается очень тем, что его материалы очень нестандартны, они премиальные здесь. Если взять, послушать, как звучит резистор, вы послушайте. Послушайте, как это работает. Так работает, конечно, только громкость и ручной уровень записи, который здесь только ручной, кстати, в отличие от национала. В принципе, материалы, конечно, явно, вы видите, очень дорогие. Это полностью металлический, я так понимаю, алюминиевая панель. Она не просто алюминиевая, она еще покрыта лаком. Этот лак очень нежный, с ним надо очень аккуратно относиться. Я видел, мне показывали аппараты, где этот лак из-за того, что аппарат был на солнце, просто облазит, как будто после солнечного загара кожи человека. Выглядит, конечно, ужасно. Потому все эти мелкие нюансы здесь могут оставаться, и их уже очень трудно исправить. Даже повреждение лака, вот если посмотрите, здесь немножечко кто-то решил пометить свою любимую, наверное, радиостанцию, уже трудно выводимы. В отличие от национала, здесь классические материалы, здесь пластик, обычный пластик, ничего особенного. Да, это, будем, обычное для японской аппаратуры качество, при этом металлическая окантовочка, здесь окантовочка, здесь, кстати, микрофон. Вот здесь акустика только двухполосная, в отличие от Телефункина, в нем трехполосная. Но вполне хорошее качество материалов, которое, может быть, не удивляет так, не восхищает, как здесь ручки полностью металлические, которые блестят на солнце. И чтобы снять эту ручку, здесь специальный даже вот под шестигранничек такой нужно открутить материалы. Это техника явно Hi-Fi, о чем и говорит его название, Hi-Fi Studio 1, и чувствуется уровень. Но кроме того, что здесь это красиво, все-таки нас будет интересовать и функционал. Хочу перейти, если переходить к
приемнику, конечно, бросается в глаза, что магнитола, сделанная в Германии, для Германии, видите, значит, под цифрой 104 написано «сделано в Западной Германии». Это потому и больше, извините, цифр нету. Хотя, насколько я знаю, в Hi-Fi студии 1М уже было 108, но в этой модели только 104. Радио вполне работает качественно, прием хороший. И здесь есть индикатор, который показывает настройку на радиостанцию. То есть можно точно настроиться и видеть, что вот видите, я вправо-влево, и она уходит. Также здесь прием, конечно, как у всех стерео, загорается лампочка. Почему я на нее акцент сделал? Она будет гореть всегда. Даже если вы включите магнитолу, лампочка будет гореть. Вы будете при прослушивании кассеты поворачивать ручку настройки, лампочка будет гаснуть и загораться, в зависимости, какая там радиостанция. Почему? Почему решили так сделать проектировщики, дизайнеры, непонятно. То есть радио там постоянно работает на заднем плане. Как только вы включаете магнитофон, радио прекращает работу, включается магнитофон, нажимаете стоп, загорается радио. Конечно, можно это сделать принудительно, переключив здесь режимы, но в принципе так задумано, что оно автоматически включается. Так японцы обычно не делали. Также хочу обратить внимание, что при работе радио не работают индикаторы. Их здесь, видите, 3. Здесь только к радиостанции настройки, а также, естественно, зарядка батареи. И здесь не работают индикаторы. В отличие от японских аппаратов, которых большинство, индикаторы работают. В Национале 7000 индикаторы работают всегда. Независимо от того, играет радио или кассета. Конечно, можно их отключить принудительно, но вот сейчас будет она показывать зарядку. Но в наше время, когда ценятся именно стрелочки, красивые стрелочки, а не светодиоды моргающие, которые уже есть на самой простой аппаратуре, это, конечно, интереснее и приятнее. Шкала здесь от 76 до 108. То есть японская, наш аппарат для японского рынка. Сделан он 100-вольтовый, кстати. И, соответственно, здесь очень широкий диапазон 76-108, хотя японцы, бывает, старых в то время аппаратах делали 76 по 90. Но здесь полноценная шкала, это очень хорошо. Конечно, вы можете сказать, ну, это можно перестроить, ну, можно сделать, чтобы все было 88-108. Ну, по мне так, когда в мой аппарат кто-то лезет, что-то перепаивает, и это уже не заводское, по мне не очень. Я считаю, что лучше несколько радиостанций не послушать, но иметь полноценный оригинальный аппарат. Также, в отличие от Телефункена, здесь есть очень, как по мне, полезная функция, когда идет поиск, нету шипения, тишина, видите. В Телефункене при поиске совершенно мы слышим все шумы. На этом не разорились производители, немецкий производитель. У него есть свои достоинства, которых мы еще коснемся. Что касается лентопротяжки. Вот это, будем говорить, самое большое отличие не между аппаратами, а Телефункена от других аппаратов такого уровня. Она настолько простая,
не имеющий никаких, кроме основных функций перемотки, записи и воспроизведения функций, что рассказывать о ней вообще нечего. Мало того, что здесь так называемый педальный привод, который, сказать, я такое в электронике 302 только видел. Да, в электронике только не отщелкивались эти выключатели, а здесь они фиксируются. Извините, они не отщелкиваются. Для чего вот это сделали черным? Полностью просто вносящий дисгармонию в этот прекрасный, в принципе, дизайн. Вы посмотрите, какие везде материалы дорогие использованы. Здесь такие толстые решетки, прекрасные толстые ручки. Здесь никелированные ободки, корпус. По звуку даже слышно. Вы представляете, что это такое? Это сантиметровый где-то ДСП или какой-то твердый пластик слоеный, что-то вроде. И тут такое. Но это нормально было бы на мономагнитоле какой-то, монофонической, не то что в таком аппарате. Такое ощущение, что Телефункину выделили деньги на разработку этого аппарата, и компания начала заниматься этим, и когда дошла до лентопротяжки, у них просто эти деньги закончились. Почему, я не понимаю. Я считаю, это основной минус этого аппарата, и ничего здесь удивляться. В отличие от национала, в котором, в принципе, применены на то время самые передовые технологии. Здесь фазоточ-механизм, как они здесь пишут, видите, фазоточ-механизм, то есть механизм прикосновения пера. И действительно оно работает, если посмотрите, сейчас вот переключим на тейп. Посмотрите, как работает. Это ж приятно нажать, посмотрите. Play. Пауза. Я не знаю, я балдею просто от таких вещей. Прикосновение пера. Действительно, ты просто прикасаешься, слегка нажимая, и уже все срабатывает. Мало того, здесь есть программируемые функции, в том числе функции про воспроизведение одной песни по кругу, одной стороны по кругу, программируемый таймер на воспроизведение. Имеется, конечно, Dolby, всем известная. Вы можете записывать кассету с системой Dolby и слушать на других магнитофонах, где есть эта система. В отличие от Телефункина, в котором есть тоже своя собственная система. Я даже не могу произнести, как она называется. Вы уж сами напишите в комментариях. Ну, с ней можно послушать только на этом аппарате. Потому ни в какие сравнения, конечно, механизм здесь не идет. Работает он прекрасно, четко, звук отличный. Ну, про звук мы попозже вернемся к этому. Что касается магнитолы, давайте попробуем послушать кассету. Теперь здесь, видите, вставлять надо с пленкой кверху. Бывает, не до конца нажмешь и уже не срабатывает. Ни подмоток, ни поиска, никаких функций. Минимум. Вот, в принципе, все, что здесь написано, то он и может. Кстати, надписи все, как вы видите, сверху на немецком, внизу на английском дублированный. Вот, что я вам рассказывал про радио, оно светится. Вот сейчас играет кассета. Как видите, кассета играет. Вот, ушла радиостанция, пропала
Вот опять появилось. Для чего это сделано, честно, не знаю. Извините, музыки много не будет, потому что нас опять забанят. Также отличие, конечно, здесь есть в ленте металл. Не вижу я сейчас, конечно, проблем. В Hi-Fi Studio 1M это уже исправили. Если японцы уже где-то с 78-79 года начали все магнитолы снабжать функцией для работы с лентой металл, то вы видите, Telefunken в 80-м еще выпускал магнитолу без функции, топовые аппараты. Но этот аппарат, конечно, другой. Здесь, конечно, есть плюс еще в том, что отстегиваются динамики. Их можно отстегнуть и разнести. Я покажу сзади, очень интересно сделано. Также обратите внимание, антенны достаточно толстые и не очень длинные. В отличие от Национала, здесь антенны тонкие и длинные. Такую антенну согнуть намного проще, конечно. Ну и, в принципе, приобрести намного проще. Вот, давайте сейчас вернемся еще к вопросу, что к нему можно подключать к каждому аппарату. Посмотрим их сзади. Спереди здесь разъемов немного. Вы видите, здесь разъем для наушников. Стандарта, я так понимаю, это DIN, стандарт нам всем известный по советской аппаратуре. Здесь есть и микрофон, и наушники. Также, как повторяется, но я не знаю, где сейчас взять такой микрофон, не знаю. Давайте переверну я их, покажу вам сзади. Ну, начнем с Telefunken. В принципе, сзади он, с одной стороны, полностью ровненький аппарат, такой, посмотрите, с крупной решеткой, там через нее видны вон светящиеся индикаторы, также виден крупный очень трансформатор. Но почему-то, когда это делали дизайнеры или технологи, которые изготавливают аппарат, они оставили вот такие вот крупные разъемы, которые, в принципе, мешают его придвинуть к стене. Также провод питания, который торчит и мешает. Может быть, это специально сделали, чтобы здесь проветривалось. Но для меня не очень удобно. Особенно, когда понимая, что это все-таки магнитола. А где же батарейки? Куда же они вставляют батарейки? Вы удивитесь. Я вам не покажу, где батарейки. Они снизу. Для того, чтобы увидеть эти батарейки, его надо положить, понятно, на переднюю панель не положишь. Надо положить на заднюю панель, выдернуть все шнурки, и там будет крышка снизу батарейного отсека. Такое ощущение, что сначала делали магнитолу, а потом, слушайте, место остается, а давайте ее сделаем переносной на батарейках. Потом придумали вот такую вот ручку от чемодана, реально от чемодана, наверное. Дизайнеров бы японских просто к черту уволили за такую ручку скрипящую. И сказали: ух ты, получилась у нас переносная магнитола. Говорят, батарейк этих хватает только минут на 10 работы при его питании. Но хватает. В принципе, колонки так же, как тех магнитол того времени, первых магнитол. Кстати, я знаю эту магнитолу как самую первую, которая переносная, при этом отстегивающая динамики. После нее был Sharp 700, но он, по-моему, пошел 82-83 год только. У японцев тогда колонки не отстегивались. Я не помню ни одного аппарата. Если вы помните, скажите, напишите в комментариях. Кстати, очень оригинальный такой разъемчик, смотрите. Он спереди колонка фиксируется в паз, и сзади вот таким образом. Лишний провод можно смотать и положить сюда. Это вполне удобно. Вот эти отверстия, я так понимаю, это или для воздуха, или я не знаю для чего. Потому что если бы это было крепление, допустим, для крепления на стену, ну, как минимум, оно, наверное, было повыше. Зачем оно здесь, я не могу сказать, честно.
Также диновские разъемы, вход-выход. Кстати, вот напишите в комментариях, есть ли сейчас провода, чтобы подключить, к примеру, к этим разъемам телефон или MP3-плеер. Можно ли это сделать, потому что я, честно говоря, с таким не сталкивался. Ну, в отличие от японцев, у которых стандартные разъемы и современная аппаратура, все можно подключить. И вы видите и вход, и выход, и можно подключить проигрыватель. В отличие от телефункинов, видите, фонокорректор есть отдельный. У телефункина проигрыватель нельзя. С чего собирались писать в те времена на однокассетной магнитоле? Ну, с радио же только. И с другого такого же магнитофона. Японцы понимали, что основной источник звука в те времена был это пластинки. Потому и для прослушивания, и для записи был всегда вход для проигрывателя. Посмотрите, как они элегантно спрятали провод. То есть вы можете плотно поставить к стене или даже положить ее, и она не будет мешать этому. Естественно, стандартный батарейный отсек, подключение антенн дополнительных. И вот обратите внимание, разъем похож тоже на диновский разъем, но это разъем для дистанционного управления проводного. Это дополнительный был аксессуар, насколько я понимаю, к этому аппарату. И он совершенно изменял уже функции. Вы могли не подходить к ней. Это прогресс колоссальный. Акустика дополнительная также подключается, если видите, вот здесь. И, соответственно, можно было еще звук улучшить и подключить внешнюю акустику. Кстати, продавалась в основном каждой магнитоле своя собственная фирменная акустика. Сейчас я видел на японских аукционах, продается для некоторых магнитол такая акустика, достаточно дорого, оригинальная. А антенны, как в те времена, у всех по две. Кстати, советую всем вот так сворачивать антенны, чтобы они никогда не погнулись. Они здесь прячутся, складываются стандартно. Что интересно, в телефункине антенна складывается достаточно в компактную, маленькую, посмотрите, какую антенку. И при этом она такая маленькая и толстенькая. То есть очень аккуратно сделано. То есть телефункин это что-то очень хорошо, что-то вообще непонятно, как до такого можно было додуматься, и такой ерунды. Понимаете? И, допустим, я не понимаю для чего, но колонки можно было местами менять. Вы видите, провод перекинуть на эту сторону и закрепить уже с другой стороны. То есть она универсальная как слева, так и справа может одеваться. Совершенно одинаковые. В принципе, наверное, все здесь сзади. Да, конечно, еще про дизайн не забыл рассказать. Тут же у нас, смотрите, как сделано. Все под дерево, под дерево. Это не дерево, это пластик. Но сделано красиво. Кстати, я видел такую на японском сайте. Оригинальная была, продавалась Национал стоечка. Она продолжалась, это дерево, до пола. Переходя, она переходила в стойку. Спереди было просто стекло, за которое можно было спрятать там кассеты, диски. Ну, какие диски там в те времена. Все, сейчас я вам снова верну их в исходное положение и продолжим. Ну вот, вернули их в исходное положение. Хочу вам показать, как здесь снимается решеточка. Она, в принципе, просто вставляется элементарно и вынимается. Решетка достаточно из толстого такого металла. Вы знаете, но в отличие от стальных аппаратов. И, конечно, теперь хотел бы вас познакомить с их звуком. Как звучат эти аппараты, что конкретно в звуках разного и действительно ли их можно сравнивать в этом плане. Я, конечно, их уже послушал. Я послушал, уже сложил свое мнение и скажу вам так, что включая телефункин, вы, конечно, своих гостей просто сшибете с ног.
Не просто тем, что как он звучит, а его басом. Это самый сильный бас, который я слышал в переносной аудиотехнике. Настолько он здесь сильный, мягкий, обволакивающий. Вам не потребуется вот эту ручку дальше половины крутить. Вы видите, я вот в серединке. И уже бас достаточно сильный. Конечно, камера это не передаст. Давайте немножко перемотаю, чтобы появились ударные с низкими частотами. Ну где же вы? Ну вот. Скажу, что низкие частоты здесь действительно очень сильные. Я такого не видел, и в Национале такого нет. Но вы удивитесь, Национал звучит не хуже, смотря как на это посмотреть. Да, низких меньше. Но здесь средние частоты, здесь чувствуются мелкие такие прорисовки звука, какие-то мелкие детали. Потому что здесь ты слышишь низкие, которые перегружают все. Но ты себя ощущаешь на дискотеке, на концерте. Действительно это так. Здесь более понятный, будем говорить, звук, привычный такой звук, от которого ты не устанешь точно. При этом бас почти на полную выкручен. Обратите внимание. Но звук не складывается только из низких частот. Понимаете, надо слушать весь спектр. Ухо ваше хочет слушать весь спектр частот. Высоких действительно. Здесь такое ощущение, как будто, эквалайзер, будем говорить, лесенкой выстроили. Вот так. Его выстроили, и мы любим слышать высокие самые и самые низкие частоты. Нет. Нам производитель японский говорит: нет, ребята, слушайте весь спектр частот. Основные частоты средние, которые передают тонкости музыки. Понимаете, здесь я, когда стал себе настраивать, почти на максимум выкрутил высокие. Потому говорить о том, что этот аппарат действительно звучит лучше, да не лучше, он по-другому звучит, он совершенно по-другому. Он звучит на любителя. Если сравнивать эти два аппарата, я бы сказал так. Этот аппарат для тех, кто любит сильный бас, мощные такие дискотечные тона. Он значительно, кстати, мощнее по громкости, он будет громче играть. Здесь аппарат, который передает все тонкости звука, все тонкости записи. Он совершенно по-другому, не говоря уже по функционалу. Но никаких здесь функций нету. Чтобы сказать, да, это достойно. Этот аппарат покупать можно только за звук. Больше ничего. Если вам звук важнее всего остального, тогда это ваш выбор. Если вы вдруг хотите, кроме своих ушей, ласкать другие осязательные органы, как и визуальные, и смотреть на эти красиво расположенные кнопочки, динамики в обрамлении. Если вы хотите действительно тактильно чувствовать это все, как это работает, то Телефункин вам не подойдет. Послушайте, как он звучит прекрасно.
Да. Многие меня будут ругать. Но я вам скажу, что этот аппарат мне нравится. Этот по-другому совершенно нравится. Вот этот бы я взял озвучивать большие залы, комнаты, играть громко. Этот я бы взял слушать в квартире, недалеко от него расположенный. Мне хочется не просто слушать его, мне хочется приятное прикосновение к кнопочкам ощущать, резисторы, которые работают очень четко. Ну, ваш выбор за вами. Теперь, что касается цены. Что интересно, на эти аппараты цена сложилась очень разная. И вы не поверите, допустим, этот аппарат стоил $750, когда он вышел, этот 510, в настоящий момент национал стоит дороже. Почему рынок так сложился, для меня непонятно. Считаю, что Телефункин достоин цены выше. Но, видимо, люди понимают, что хочется не только звука, хочется и эстетику, и хочется управление, и иметь какое-то функциональное. Потому выбирают такие аппараты, как Национал, RX 7000 или 7200, или его же европейский аналог Panasonic с теми же маркировкой. Выбор за вами. Спасибо. Это было мое личное мнение. Прошу сильно не ставить дизлайки. До свидания, ребята.